находимся в портовом терминале Форта Лодердейл, это Майами. Я приехал, собственно, селиться на кораблик. Корабль я специально не показываю, это будет сюрпризом. А пока все это больше напоминает на самом деле аэропорт. Аэропорт, где все то же самое, куча народу с багажом, полный муравейник, с одной лишь только разницей. Самолет один, и он очень большой. Это мой посадочный. Ну, погнали на чек-ин. В общем, все это очень сильно напоминает аэропорт. Такой же чек-ин, такая же проверка документов и даже проверка твоего багажа на предмет там, всяких острых предметов и так далее. Вот первая эмоция, что ты попал в какой-то торгово-развлекательный центр. Атриум. В котором 2 этажа, в котором какие-то залы, магазины, рестораны. Все как в торговом центре. Стоит только разница, что это на корабле. Так, ладно, надо не залипать, а идти селиться. Welcome aboard, мистер Птушкин. Шикардос. Слушайте, вам, конечно, номер может показаться не очень большим, потолки здесь действительно невысокие, как будто мы в Японии, но, во-первых, мы на корабле, а во-вторых, дело в том, что совершенно недавно я уже плавал на корабле, и условия у меня были, ну, мягко говоря, похуже. Да. Так что, ребята, это полный фарш. Давайте я вам сейчас все покажу. Двухспальная кровать, телефон, телевизор, холодильник. И это еще не все. Yeah. Hi, sir. Hi. Good afternoon. It's for you. It's for me? Yes, complimentary. Wow, thank you so much, sir. Короче, находясь на современном корабле, ты чувствуешь себя реально как гостиница или даже как дома. Ну, если у тебя очень маленький дом. И здесь есть еще кое-что. Да, ребята, у меня в каюте есть балкон. Майамщина. Ну, а теперь к главному. Давайте же все-таки я вам наконец-то расскажу, что это за такой удивительный корабль. Познакомьтесь с Allure of the Seas, 3-м по величине круизным лайнером в мире. Сказать, что эта посудина большая, это как бы ничего не сказать. Длина корабля 362 метра. Размеры принято сравнивать с футбольными полями, в общем, это как 3 футбольных поля. Высота корабля 72 метра. Это как 28-этажное здание. На корабле 18 палуб и 2700 кают, в которых могут разместиться 6296 пассажиров. Их обслуживает экипаж из 2300 человек. Чтобы вы понимали, насколько этот лайнер огромный, я сейчас пройду с камерой от начала до конца пассажирского коридора, там, где находятся каюты. Поэтому, если вдруг вы меня спросите, как я отдохнул в круизе, то я отвечу, что я не отдыхал, потому что само перемещение по кораблю во время съемок занимало очень много времени. Чтобы двигать эту махину, на лайнере установлены 6 двигателей с суммарной мощностью 110 тысяч лошадиных сил. Здесь также есть вертолетная площадка и огромная куча всего, о чем я расскажу чуть позже. Все, теперь, когда все действующие лица представлены, чепчики в воздух и полный вперед.
Окей, заканчиваем с пафосным вступлением, и я думаю, самое время разобраться, как выглядит корабль изнутри. Лайнер — это почти город, а у каждого города должна быть своя центральная точка. Это Royal Promenade, главная улица корабля и место основного скопления людей. Здесь находятся фонтанчики, кафе, рестораны и бары. В частности, вот этот левитирующий бар, из которого ты в течение получаса не можешь выйти. И, соответственно, не можешь делать ничего, кроме как пить. Для того, чтобы развозить всю эту массу людей на 16 пассажирских палуб, на корабле предусмотрено 12 лифтов. И это не обычные лифты, как вы понимаете. Они могут работать даже в условиях качки. На Royal Promenade происходит бойкая торговля всем, чем только можно. По сути, здесь расположен большой плавучий дьюти-фри с магазинами и кафе. Да, Starbucks здесь тоже есть, но о еде и ресторанах я расскажу отдельно. Здесь есть казино, большое казино. Больничка. Основные лекарства можно купить в автомате, без участия врача. Несколько уровней с детскими игровыми комнатами. Изрядных размеров спа-центр. Естественно, с фреш-барчиком. Ну, как бы я ожидал, конечно, что тут будет фитнес-зал, будет спа-центр, будут какие-то тренажеры. Но чтобы здесь была беговая дорожка. А сейчас чисто вот в порядке эксперимента, мне просто интересно, сколько же длина всей этой беговой дорожки. Вот точка старта. Ну, погнали. Это очень смешно, это очень в моем стиле. Значит, я обошел всю эту дорожку беговую и в самом конце обнаружил вот линию. Один круг, 67. После Royal Promenade можно попасть во внутренний дворик корабля. И чтобы примерно ориентировались, мы с вами частично посмотрели только 3 нижних палубы. Этот лайнер просто конских размеров. Он огромный. Просто огромный. Для того, чтобы его полностью обойти, ну, я думаю, в первый день вы не справитесь. Вот все увидеть в первый день просто невозможно. Один день, на секундочку. Здесь реально можно потеряться. Для того, чтобы этого не произошло, на корабле установлены мониторы с системой поиска своей каюты. Окей, движемся далее. Прыгаем в лифт и поднимаемся на верхнюю палубу. Здесь расположена купательная часть лайнера с многочисленными бассейнами, барами и всем сопутствующим. А также так называемый солярий в носовой части корабля, защищенный от солнца стеклянными панелями. Бассейнов здесь много. Я насчитал штук 16. Нормально поплавать в этих бассейнах точно не удастся, потому что они не глубокие, достаточно короткие, и С, Б и Д и так далее слишком дофига народу. Но для того, чтобы освежиться в жаркую погоду, вполне себе ок. Теперь, ребята, очень интересная вещь. Ты находишься на корабле, на большой металлической посудине, посреди тебя только вода. И, конечно же, немного не хватает зелени. Как вы думаете, что сделали эти ребята? Развесили кашпо с растениями? Повесили петунии где-то там в вазонах? Нет, нет, ребята, это вообще не их метод. Они сделали здесь парк. Да, здесь действительно есть парк. Когда на кораблях строят водные горки, какие-то аттракционы, там, зиплайны, это прикольно. Но когда ты видишь настоящий парк с деревьями, с травой, с кучей растений, ты вообще отказываешься, твое нутро отказывается верить, что ты находишься на корабле. Блин, они даже звуки птиц поставили. Это не настоящие птицы, они просто записаны, эти звуки.
но ощущение реальности, что ты находишься где-то в городском оазисе, где-то просто в парке, стопроцентное. Вот стопроцентное. Слушайте, ну уют и комфорт это, конечно, очень важно, но самое важное для нашего человека это чтобы хорошо кормили. Поэтому давайте расскажу вам, чем и где почуют на круизах. Ребята, у меня чувство, что вот хороший турецкий отель спустили на воду. Что ж, давайте поговорим о такой важной вещи, как еда. Питание пассажиров осуществляется в 24 ресторанах, расположенных на лайнере. Большинство из них бесплатные. Кроме фешенебельных рестичей, как, например, вот этот, рассчитанный на 1500 человек, есть простые кафе, как, например, эта пиццерия, где можно сказать: а дайте мне пару кусочков вот той маргариты. И итальянский шеф за прилавком, конечно же, даст. Заметно внимание к мелочам. Здесь есть, например, и миндальное, и соевое молоко, и даже молоко без лактозы. Вообще, таблички, которые сделаны по американским стандартам, очень веселят. Самый главный вопрос. Доступна ли еда круглосуточно? Да, доступна. То есть в любое время, днем и ночью. Если ты голодный, ты найдешь место, где тебе поесть. Рестораны разбросаны по всему кораблю так, чтобы тебе не пришлось идти более 5 минут к месту перекуса, где бы ты ни находился. Вообще, честно скажу, что кухня, в плане того, как она организована и как она сделана, меня правда в хорошем смысле удивила. Как и следующий факт. You don't mind if I'll take this food out? Hold it for you. No, you can take it out. Thank you so much. It's okay. Оказывается, еду на круизном лайнере можно выносить с территории ресторана себе в каюту. В любых количествах. И вы не поверите, но американцы такие этим пользуются. Но давайте будем честными. Люди здесь не только едят. Да, пьют тут как бы все. И пьют практически круглосуточно. То есть буквально вчера я видел даму, которая на завтраке уже хлебала мимозу, это коктейль с шампанским. Но что удивительно, и в этом как бы главное отличие от, наверное, каких-то там турецко-египетских отелей, что вот пьяных дебошей, типа я такого я не видел. То есть все как бы пьют и не напиваются. И это, конечно, плюс, потому что в Турции, в Египте, короче, вы знаете. Бесплатны на лайнере только безалкогольные напитки, вроде колы или кофе. Алкоголь — это уже доп-кост. Кстати, о деньгах. Внутри на корабле используются вместо денег твои ключи. То есть ключи, которыми ты открываешь номер. Вначале на регистрации ты отдаешь свою карту, ее как-то привязывают к этому ключу, и дальше все. Про карту ты забываешь и пользуешься только этим ключом. Но на самом деле мест, где можно потратить деньги... Нет, их много. Их много. Интернет на корабле тоже есть, но за него придется заплатить отдельно. За сутки выходит примерно $23. У большого размера есть свои преимущества. Я знаю, что основной страх у людей перед кораблями и перед круизами в том числе, это, конечно же, морская болезнь. Мне будет плохо, меня будет тошнить, я вообще плохо переношу корабли и так далее. Ты вообще не чувствуешь, что ты находишься на корабле, потому что он настолько большой, что колебания минимальные, поэтому никакой морской болезнью даже не пахнет. Ну и самое приятное, это то, что весь круиз проходит на Карибах. А как говорила Елена Синельникова, бессменный генеральный продюсер «Орла и решки», ребята, Карибы – это лучшее море в мире. Кому-кому, Олене можно верить. И самое главное, то, почем можно безоговорочно узнать Карибский бассейн, это цвет морской воды. Это уникальный цвет. Ну, это прям не передать словами. Это нужно смотреть. И вот ты как бы уже прошел судно от начала до конца, как бы совсем разобрался, уже понятны стали размеры. Но тут вечером показалось, здесь еще есть огромных размеров концерт-зал.
Do you know how many places here? How many seats? 6 is here in that way and down. No, how much? Oh, no, sorry, I You don't know. here. I'm really not sure. Like, I know that it's over 2,000. Да, здесь есть концерт-холл на пару тысяч мест, оборудованный всем необходимым. В нем ежедневно и даже по нескольку раз на день проходят концерты, мюзиклы и постановки. В этот конкретный день давали мюзикл «Мамма Мия». На корме лайнера расположен акватеатр. Здесь проходят аквашоу, в которых участвуют спортсмены со всего мира. Ну и, конечно же, ребята из Украины, Беларуси и России. Честно, акватеатр — это, наверное, самое зрелищное, что я видел за неделю в круизе, и это очень профессионально сделанное цирковое шоу. Очень важный момент. Спортсмены здесь выступают на корабле, который движется, со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями. Но и это еще не все. На третий день круиза я с удивлением узнал, что кроме концерт-холла и акватеатра, здесь есть еще... Да, черт возьми, здесь есть еще и каток, на котором проходят ледяные шоу, и они тоже очень клево и зрелищно сделаны, и, конечно же, в них тоже участвуют наши ребята, с которыми, кстати, я совершенно случайно познакомился в последний день. Слушайте, я знаю, что очень кажется, что я все это где-то реально специально подснял, что не может быть такого на корабле. Но это правда все действительно происходит на корабле, и это самое удивительное. И еще одна важная штука. Таких шоу за круиз вы можете увидеть, штук 5, наверное, или 6. А билеты на такие шоу могут стоить недешево, особенно если суммарно их сложить. Здесь, на круизе, все это абсолютно бесплатно. Все это вместе дает очень необычное чувство. Ты забываешь о том, что находишься в открытом море. Особенно вечером. Вечером, когда там свет генеральный выключает, а здесь его включают, вообще сложно поверить, что ты находишься на корабле. И днем было в этом конкретном месте, в парке, сложно поверить, но сейчас это обычный городской пейзаж. Ресторанчики, люди сидят на лавочках, чирикают где-то там сверчки, деревья. У тебя полное, стопроцентное ощущение, что ты находишься в городе. Ты не можешь поверить, что ты находишься на корабле, который в этот момент плывет куда-то. Слушайте, я ума не приложу, как они это строили, серьезно. 6000 человек. Даже если учесть, что каждый раз в день помоется, это же все куда-то должно стекать. Про другие вещи я вообще молчу. Как? Блин, гении! Доброе утро. Меня посещает чувство, давно забытое чувство, как будто я выиграл золотую карту. Я решил заказать завтрак, не то чтобы вас удивить, я думаю, вас это не удивишь, но здесь на самом деле очень интересная система заказа этого самого завтрака, и доставка его бесплатная, то есть она уже входит в стоимость. Посмотрите сами. Вечерком ты берешь номер специальный бланк, отмечаешь номер каюты, указываешь желаемое время доставки, а потом выбираешь напитки и блюда из списка. К сожалению, гречки я там не нашел, но надеюсь, этот минус исправят в ближайшее время. И потом ты просто вешаешь все это дело себе на дверную ручку. Как видите, соседи оказались не лопухами и сделали то же самое. А утром... Конечно, друзья, под кофеек очень круто заходит местная пресса. Это газета «Вестник круиза», «Круиз Компас». Ее приносят тебе каждое утро. Это газета, то есть это определенный труд, в котором расписание всех активностей, всех ресторанов, в общем, полное расписание всего дня, которое занимает, несколько страниц. Давайте я вам просто покажу. В этой газетенке расписание работы всех ресторанов и кафе. И самое главное, вот вы сейчас как раз это видите, расписание всех активностей на конкретный день. То же самое можно найти на электронных табло, развешанных на корабле. Короче, речь сейчас пойдет про развлечения. Итак, на корабле находятся 2 скалодрома, спортивные площадки, которые используются для тенниса, футбола и баскетбола, зиплайн, на котором ты можешь проехаться на высоте 15-этажного здания,
На верхней палубе расположены 2 бассейна с искусственной волной, на которых можно посерфить и детям, и взрослым. Самое интересное в этом бассейне — это, конечно же, падение. Падают все. Некоторые даже скатываются, но в основном всех относят назад. А вот это, ребята, наш финалист. Он очень хорошо держался, но, к нашему счастью, недолго. Если не нравятся активные развлечения, можно поиграть в мини-гольф. На корабле тебя постоянно развлекают, но это не как в отеле, когда есть там какая-то дневная активная программа, а это происходит вот с момента там 7 утра и до самой ночи. Здесь постоянно что-то происходит. От дневных тусовок на главной улице, выступлений бэндов или диджеев, до аукциона по продаже картин. Но самый главный ивент вечера — это, конечно же, фотосессия. Здесь все предстают либо в коктейльных нарядах, либо в дерзких костюмах. Ну, вот как тот парниша, похожий на молодого Гарика Карагодского. Вы специально взяли эти наряды сюда на корабль, На 70-е праздник. чтобы сфотографироваться? Да. Да? Ну, сегодня вечером будет 70-х вечер. А вечеринка будет? Да. А вы знали об этом, да? Да. Это у нас 4-й круиз уже, на который мы наряжаемся. Все развлечения здесь, естественно, на английском, поэтому если вы идете в караоке, например, будьте готовы к тому, что «Белых роз» или Олега Винника в плейлисте не будет. Многие активности рассчитаны на сидячий формат и людей старшего возраста. Например, суперпопулярная здесь игра бинго. Но в целом на лайнере столько всего происходит за один день, что каждый может найти себе занятие по интересам. Ну и теперь мы наконец-то подошли к самому главному плюсу морских круизов. И тут почему этот вид путешествий был интересен для меня. Потому что за неделю путешествия ты можешь посетить, ну, как минимум 3 новые страны. В моем случае это был остров Сен-Мартен, вот мы как раз сейчас к нему подплываем, со знаменитым пляжем Махо-Бич, видео с которого скоро появится на моем канале. Также мы посетили Пуэрто-Рико и частный пляж Лабади на Гаити. Для посещения всех этих стран отдельные визы не требуются, только твой корабельный паспорт. Для того, чтобы выйти из корабля, нужно зарегистрировать свою карточку корабельную, то есть просто делается такой пик-пик, и все, они поняли, что ты вышел. И на обратном пути ты же по ней входишь. То есть, по сути дела, это твой главный паспорт, твой документ, вообще, это все в одном. Меня пугали какими-то длинными очередями на выход и вход в лайнер, но ничего такого я не видел. Все довольно быстро и четко. И из приятного персонал даже поставил несколько палаток возле корабля с напитками. Послушайте, ну это настоящий сервис, когда на самом-то деле тебе подняться до ближайшего ресторана, там, 3-4 минуты зайти в корабль. Но люди специально натянули тент и поставили здесь лимонад, водичку, просто для того, чтобы гостям, было проще подниматься на корабль. Блин, это очень круто. Это прям ты чувствуешь, что о тебе заботятся, как мамочка, просто в лобик целуют. На берег можно выходить как самостоятельно, так и в составе экскурсии, которую можно приобрести прямо на корабле. Друзья, как вы видите по моему легкому загару и вообще потому, что со мной происходит, я посетил уже несколько курортных городов вместе с круизом. Могу сказать, что это легкое разочарование по той простой причине, что времени на посещение города и страны у тебя, не то чтобы его совсем нет, но его очень мало. И это, знаете, это как будто не покупаться, на ножки помочить. И рассчитывать на что-то грандиозное не стоит. Ты можешь посетить максимум одну экскурсию, либо пройтись какое-то количество времени, немного, часов 5-6, может погулять по городу, потому что тебе нужно возвращаться, опять же, на корабль, который находится в порту. Корабль находится в порту. Так, сейчас, когда вы увидели все это со стороны, надеюсь, вам будет интересно узнать, как же вся эта огромная машина работает изнутри. Даже если вам это не интересно, мне это было интересно, поэтому я купил себе экскурсию, которая называется All Access Tour за $120. Да, и она позволяет зайти во все помещения, которые обычно спрятаны от глаз туристов. Прачечная, кухня, даже капитанский мостик. Единственный момент, мне запретили там снимать. То есть снимать вообще невозможно. Я пробовал договориться через ребят, которые организовали мне этот тур, и даже они не смогли.
Разрешили только фотографировать на мобильный телефон, но я включил режим Live Photo, а это небольшие 1,5-секундные видеоролики плохого качества, но тем не менее хотя бы какую-то картинку можно с них получить. Поэтому сейчас будет очень интересно, как же работает круизный лайнер. Итак, All Access Tour. Бейджики на шею и погнали. Первое и, наверное, самое сложное — это система питания. Напоминаю, что персоналу нужно накормить 6000 голодных ртов. По американским стандартам, вся еда на лайнере после приготовления должна быть использована в течение 4 часов. Все, что не использовано, уничтожается и выбрасывается. Количество продуктов, которые для всего этого используются, это вообще разнос. Одних только яиц 30 тысяч дюжин в день. Для одного круиза корабль берет на борт 5000 тонн провизии. Естественно, это нужно где-то хранить. Вот так выглядят многочисленные склады на лайнере. В них сейчас можно зайти, потому что я снимал все это в середине круиза. В момент выхода из порта они забиты под самый потолок. С хранением тоже есть свои заморочки. Например, фрукты должны храниться отдельно от овощей. Одних только яблок на неделю на борт берется 12 тысяч штук. И теперь самое интересное. Пауза между круизами составляет в среднем 6 часов. То есть работники склада за 6 часов должны завести, погрузить и рассортировать 5000 тонн продукции. Короче, здесь работают боги логистики, я снимаю перед ними шляпу. Идем дальше. Это пункт управления двигателями. На лайнере установлены 6 дизельных двигателей. Каждый из них размером с автобус. Благодаря этому судно, которое весит больше 200 тысяч тонн, может развивать скорость около 40 км в час. И надо сказать, что 6 двигателей одновременно практически никогда не используются. Это сердце корабля, капитанский мостик. И как видите, несмотря на современные системы навигации, старый добрый бинокль еще никто не отменял. Прачечная. Простите. Все белье, которое ежедневно меняется в каютах, стирается здесь. Масштабы движухи такие, что только на порошок тратится $15 000 в месяц. На корабле также есть система утилизации мусора. Жидкие отходы пульпируются и сберегаются в самой нижней палубе. Твердые отходы прессуются. Очень твердые сжигаются прямо на корабле. В общем, корабль — это абсолютно автономный механизм, работающий как часики. И стоит такой корабль $6 миллиардов. Кстати, у компании-оператора Royal Caribbean несколько таких кораблей, и каждый новый корабль они делают на 50 мм длиннее предыдущего, для того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. И в целом корабль очень клево сделан. Какие-то дизайнерские элементы, детали. В общем, видно было, что люди, которые строили Allure of the Seas, конкретно заморачивались. Важный момент. Это не проплаченное видео, я не ангажирован компанией Royal Caribbean, но я честно был приятно удивлен тем, как все здесь организовано. И особенно это касается персонала. Прошло несколько дней с тех пор, как я сел на борт этого круизного лайнера. Было время для того, чтобы разобраться во всем. И могу сказать, что я не знаю, кто менеджерит всех этих сотрудников, но этот кто-то красавчик, потому что все супер дружелюбные, все настолько правильно проинструктированы. Каждый человек, от уборщика до официанта в ресторане, с тобой здоровается. Просто даже если видит тебя. Но я вижу, все очень круто организовано. То есть строгость, дисциплина. Все организовано, вот это хорошо сказано. Все организовано. То есть здесь 6,5 тысяч людей на корабле. Это самый большой корабль в мире. 4 корабля таких всего в мире. И здесь все очень классно организовано в плане поставлена работа, процесс, персонал, то есть все работает. Но вы хоть отдыхаете? Ну, иногда случается. Не все время, я бы не сказал, что у нас нету выходных вообще. То есть мы работаем 7 дней в неделю по 10 часов, но бывает портовые дни можно выйти отдохнуть. Ну и последнее, что я хочу сказать вам по поводу персонала. Вот этот мужичок с кофейком — это капитан корабля. Он канадец, который просто вышел пообщаться с людьми. Captain, can I just shake your hand? Sure. You're so friendly person. Really. Where are you from? From Ukraine. Oh, Ukraine, welcome. Yeah. And I just have done excursion out to the store. Yep. And the guide said so many good words about you. Where did you go? All Access Tour. Oh, the All Access Tour. Yeah. Oh God, don't believe anything the crew tell you. That's right. That's always a bad idea. Конечно, то количество красоты, которое ты можешь увидеть в круизе, просто выглядывая из своего окна, из своей каюты, он зашкаливает. Beautiful. Very beautiful.
7 дней круиза позади, мы уже плывем в сторону Майамщины. Я честно прожил все это время на круизном лайнере и готов сказать вам какой-то свой личный, субъективный фидбэк, но для начала ответ на вопрос, который наверняка волнует всех больше всего. Сколько же все это удовольствие стоит? Цены за 7-дневный круиз по Карибам стартуют примерно с $700-800. Это за каюту без балкона. Мой вариант, то есть тоже хорошая каюта с балконом, стоил $1100. Опять же, есть разные цены, есть разные круизы. Я слышал вообще про круиз на Багамы за $250 с человека, но это за 4 дня. То есть нужно искать, нужно смотреть, а лучше обратиться к оператору. Кстати, организацией моего круиза занимались вот эти ребята, это компания Express Voyage. Им надо сказать отдельное спасибо, потому что, кроме того, что все было чики-пики, они нарулили мне разрешение на съемку. У меня была официальная бумага. Кто когда-нибудь снимал в Америке, знает, насколько здесь сложно вообще что-либо снимать без какого-либо сертификата, разрешения официального. У меня с этим не было проблем, поэтому, ребята, спасибо вам большое. Оля, Лариса, привет. Теперь, что касается моего личного мнения, не претендующего на объективность. Слушайте, это прикольно. Правда. Мне кажется, что хотя бы раз в жизни, что такое морской круиз, попробовать стоит, а потом уже для себя решать, то есть это твой вид отдыха или не твой вид отдыха. Но я вас уверяю, что если вы в первый раз плывете в круиз на таком огромном лайнере, то 100% челюсти будут там теряться, и вы будете супер удивлены, потому что это настоящее чудо техники. Это плавучий город, в котором все идеально организовано. И меня очень сильно поразило, кроме технических составляющих, две вещи. Во-первых, то, насколько, конкретно на этой линии, на которой был Royal Caribbean, люди заморачиваются в вопросах еды, прям снимая шляпу. И второй момент, как это ни странно, эта программа, которая здесь сделана, она сделана очень-очень круто, на очень хорошем уровне. Но это сложная логистика, и у ребят это получается, правда. Я сейчас рассматриваю с точки зрения пассажира, не как себя, как Антона, хотя и мне было в целом довольно интересно. Важный момент. Я здесь не для того, чтобы пиарить какую-то конкретную линию, я здесь для того, чтобы разобраться в круизах. Но если это круто сделано, я не могу об этом не сказать. Это действительно здесь круто сделано. И последний, самый важный момент. Это то, что на самом деле ведь не важно, вы плаваете на корабле, летаете на самолете или, не знаю, передвигаетесь на машине. Важно, делаете вы это или нет. Так что просто путешествуйте. Оно того стоит. А я пойду еще повтыкаю на море. Оно прям очень красивое здесь.